Одна семья, желавшая найти любящий дом для отставного полицейского пса, приняла своего нового пушистого члена с распростертыми объятиями. Однако почти сразу же собака проявила необычную привязанность. Каждый день в обязательном порядке он стоял под чердачным люком, и его лай отдавался эхом с такой интенсивностью, которая свидетельствовала о чем-то большем, чем обычное собачье любопытство. Вскоре семья поняла, что пес, возможно, напал на след чего-то, спрятанного в укромных уголках их дома. Макс продолжал лаять на чердачный люк в течение нескольких дней, и сначала его хозяева подумали, что это просто завывание ветра напугало его. Однако даже после того, как буря утихла, Макс не переставал лаять. Они поняли, что у них нет другого выбора, кроме как подняться на чердак и посмотреть, что происходит. Они ожидали найти там мышь или птицу, поскольку чердаком они не пользовались уже много лет. Однако, когда они, наконец, забрались внутрь, стало ясно, что это нечто гораздо более серьезное. «О, нет! Мы должны немедленно вызвать полицию!» — воскликнули они, потрясенные этим неожиданным открытием. Как только прибыли полицейские, стало ясно, что будет проведено полицейское расследование. Оказалось, что у Макса была последняя работа перед уходом на пенсию. Но почему Макс так много лаял? Джаред и Лаура всегда хотели завести собаку, и когда представилась возможность взять на воспитание отставного полицейского пса, они ухватились за это обеими руками. Дедушка Лауры был офицером полиции, и всякий раз, когда она навещала его в полицейском участке, ей удавалось поиграть с собаками, с которыми они работали. Для нее это было действительно главным воспоминанием, и поскольку ее дедушка недавно скончался, она рассматривала это как способ почтить память о нем. Они сразу же заполнили заявление на усыновление и ответили на всевозможные вопросы о своем жизненном положении, предыдущем опыте общения с собаками и так далее. Лаура работала в детском саду для собак, поэтому она много знала о собаках и о том, как за ними ухаживать. Конечно же, они прошли первую часть процесса усыновления и были готовы планировать домашний визит. Визит прошел замечательно, а собака Макс даже не обратила никакого внимания на чердачный люк. В ее поведении не было ничего странного, и агентство по усыновлению было вполне удовлетворено визитом. Макс проводила большую часть времени, бегая по саду и играя с сыном своего потенциального нового владельца, Беном, а потом заснула на диване. Она уже чувствовала себя очень уютно в доме, и все казалось идеальным. Однако однажды произошло нечто странное. Джаред играл с Максом в доме в «Найди что-нибудь», и вдруг она просто исчезла. Он позвал ее пару раз и даже потряс ее миской с едой, чтобы привлечь ее внимание, но она так и не вернулась к нему. Это было очень странно, потому что до этого Макс никогда не игнорировал приказов ни одного из них, даже маленького Бена. Так что Джаред, очевидно, нужно было разобраться. Он вышел в коридор, где исчезла Макс, но ее там не было. Мяч, с которым они играли в «Подбери мяч», однако, был на месте. Джаред снова позвал Макс и вдруг услышал, как она тихонько поскуливает. Он огляделся, гадая, откуда доносится звук, но ее нигде не было видно, и тогда он понял, что она поднялась наверх, что удивило его еще больше. Макс не разрешалось подниматься на первый этаж, и она прекрасно это знала. Они не открывали этот люк много лет и просто предположили, что она услышала, как там бродит мышь. Однако однажды Макс даже начала лаять на люк. Что бы Джаред и Лаура ни делали, она не останавливалась. Они поняли, что могут сделать только одно – подняться на чердак и выяснить, на что лает Макс. Лаура приготовила для Джареда несколько мышеловок, и он осторожно открыл люк. Из отверстия в потолке посыпалось облако пыли, и Джаред спустил лестницу. Он поднялся по деревянной шаткой лестнице, ступенька за ступенькой поскрипывая. Все это время Макс сидел рядом с лестницей, поскуливая и время от времени лая. Когда Джаред наконец забрался достаточно высоко, чтобы заглянуть на чердак, он ахнул от того, что увидел. «Слушай!» — крикнул он Лауре.
Ты можешь забыть об этих мышеловках». Но что же он нашел? Лаура побежала наверх и последовала за ним по лестнице на чердак, и они оба стояли там, уставившись на находку. «Мы должны позвонить в полицию», – прошептала она. Джаред посмотрел на нее и ответил: «Я знаю, но что мы должны им сказать?» Лаура вздохнула и сказала: «Ну, очевидно, правду. Что еще мы можем сделать?» Пара спустилась по лестнице, и они оба погладили Макса, сказав ей, что она такая хорошая девочка. «Удивительно, как она это восприняла. Тебе не кажется?» – спросил Джаред свою жену. «Да. Но раньше это было ее работой. Она до сих пор не потеряла самообладание», – ответила она. Макс все еще выглядела немного напряженной, поэтому Лаура опустилась рядом с ней на колени, чтобы успокоить. Пока Лаура занималась Макс, Джаред позвонил в полицию. Некоторое время он слушал гудки, пока кто-то не снял трубку и не сказал: «Здравствуйте, это полицейское управление Лиули. Чем я могу вам помочь?» Джаред объяснил ситуацию, а также не забыл упомянуть, что Макс действительно сделал это открытие. Диспетчер сказала Джареду, что отправит к ним домой бывшего куратора Макса, офицера Сандерса, чтобы тот проверил это. Вскоре к ним домой прибыл офицер Сандерс. Макс начал скулить и лаять еще до того, как позвонил в дверь. Должно быть, она узнала его по запаху. Когда Джаред наконец впустил офицера внутрь, Макс поприветствовала его, взволнованно прыгая вокруг, и тут же подтолкнула к лестнице, горя желанием показать своему бывшему хозяину, что она нашла на этот раз. Джаред проводил офицера наверх, и тот снова открыл чердачный люк, спустив лестницу во второй раз за день, после того, как не прикасался к ней годами. Он сказал, что это там, наверху, и жестом показал офицеру Сандерсу, что тот может подняться первым, а он последует за ним. «Хорошо, давайте посмотрим», — сказал офицер, забираясь на чердак. Как только он осмотрел помещение, он сказал: «Что ж, Джаред, хорошо, что ты позвонил. Это серьезно. Видите ли, одно из окон на чердаке было разбито. Конечно, это могло случиться из-за грозы, но была одна важная причина, по которой все думали, что это сделал кто-то другой специально. На чердаке лежал большой чемодан. Ни Лаура, ни Джаред никогда раньше этого не видели и подумали, что кто-то вломился к ним на чердак, чтобы оставить там этот чемодан. Но кто и зачем? Именно это и собиралась выяснить полиция. Утреннее солнце золотило здание полицейского управления Лиули, когда офицер Сандерс осторожно поместил таинственный чемодан в хранилище вещественных доказательств. Тяжесть этого дела была ощутима не только по его физическому весу, но и по множеству вопросов, которые оно вызвало. «Откуда вы взялись?» – прошептал Сандерс, словно ожидая, что чемодан ответит. Полутемная комната, заполненная другими остатками нераскрытых дел, казалось, затаила дыхание, ожидая продолжения истории. В технической комнате на нескольких экранах отображались кадры с камер наблюдения, установленных по соседству. Полицейские с кофейными кружками в руках тщательно просматривали каждый кадр. Из-за шторма, который разразился прошлой ночью, некоторые кадры были искажены, но они надеялись получить четкий снимок злоумышленника. Каждая машина, пешеход и бродячая кошка были замечены, отмечены временем и снабжены перекрестными ссылками. «Здесь что-то должно быть», – пробормотала офицер Родригес, не отрывая взгляда от экранов. К полудню группа полицейских, в том числе и команда Сандерса, рассредоточилась по окрестностям. Они стучали в двери, представлялись и задавали вопросы. Большинство жителей были готовы помочь, пытаясь вспомнить какие-либо странные события или незнакомые лица. Миссис Паттерсон, пожилая женщина с острым зрением, упомянула о странном шуме поздно ночью. Но без более конкретных доказательств это был всего лишь еще один фрагмент головоломки. Вернувшись в семейный дом, Джаред и Лаура попытались сохранить ощущение нормальности ради Бена, но каждый скрип в доме, каждый шорох листьев за окном заставляли их сердца учащенно биться. Они доверились полиции,
надеясь, что осмотр чемодана даст ответы. В полицейском участке бригада криминалистов усердно работала, снимая отпечатки пальцев и изучая содержимое ящика. Шли дни, и все надеялись на то, что произойдет хоть одно открытие, которое прольет свет на тайну. Прочистив горло, Сандерс начал: «Я знаю, что это может быть необычной просьбой, но у нас с этим делом небольшой застой». Он сделал паузу, еще раз взглянув на Макс, который внимательно сидел рядом с Лаурой. «Мы хотели спросить, не могла бы Макс помочь нам еще раз? Ее навыки могут оказаться ключом к разгадке этой тайны». В его голосе звучали надежда и отчаяние. Джаред и Лаура неуверенно переглянулись. Мысль о том, чтобы вернуть Макс в мир, который она оставила позади, пугала. Но тяжесть нераскрытого дела сильно давила на них. «Если это поможет найти ответы», — начала Лаура дрожащим голосом, — «тогда да». Джаред кивнул в знак согласия, успокаивающе положив руку на голову Макс. Они надеялись, что это решение приведет к завершению расследования. В тот момент, когда офицер Сандерс упомянул о расследовании, в глазах Макс вспыхнула искра. Офицер Сандерс жестом подозвал Макс к себе. Она сосредоточенно понюхала чемодан, ее ноздри раздувались. Каждый запах был информацией, потенциальной зацепкой. Присутствующие в комнате молча наблюдали за происходящим, понимая, что этот момент имеет решающее значение для расследования. Когда запах запечатлелся в ее памяти, Макс изменила позу. Она больше не была расслабленной домашней собачкой, а детективом с заданием. Возглавляя поиски офицера Сандерса, она начала поиски, целеустремленно двигаясь по участку и выходя на улицы. След терялся? Или Макс был на пороге важного открытия? С каждым шагом напряжение росло, и перед ним вставал вопрос: где же закончится этот след? В стерильной обстановке комнаты для хранения вещественных доказательств стоял чемодан, загадка, ожидающая разгадки. Руками в перчатках офицер Сандерс осторожно расстегнул замки. Атмосфера в комнате была насыщена ожиданием. Это нечто гораздо большее. Серийные номера на купюрах были быстро сопоставлены. Полиции не потребовалось много времени, чтобы подтвердить свои подозрения. Деньги были украдены, но их происхождение оставалось неясным. В последнее время в этом районе не было зарегистрировано ни одного ограбления банка или крупномасштабной кражи. Вопрос повис в воздухе. Откуда взялась такая значительная сумма? Загадка только усугубилась, когда бригада криминалистов приступила к работе. На чемодане не было ни отпечатков пальцев, ни выбившихся волосков, ни волокон, ничего. Создавалось впечатление, что его упаковал и положил на место призрак. Отсутствие улик одновременно расстраивало и интриговало. Кто бы это ни сделал, он знал, что делает, размышлял офицер Сандерс, глядя на загадочный чемодан. Вернувшись домой, Джаред и Лаура сидели в гостиной своего дома, чувствуя, как на них давит тяжесть событий прошедшего дня. Когда офицер Сандерс сообщил об обнаружении денег, на их лицах отразились шок и недоверие. «Почему именно на нашем чердаке?» – прошептала Лаура, в ее голосе слышался страх. Джаред обнял ее за плечи не менее озадаченный. Последствия находки были огромны, и пара столкнулась с реальностью того, что их дом стал центром масштабного расследования. Когда-то уютные стены их дома теперь, казалось, скрывали секреты. «Мы должны действовать на опережение», – заявил он, просматривая обзоры новейших камер видеонаблюдения. Лаура кивнула в знак согласия. «Мы не можем позволить страху управлять нашей жизнью». В течение нескольких дней камеры были установлены на каждом въезде, и их мигающие огоньки стали маленьким лучом надежды в их стремлении к миру. Ночи были самыми тяжелыми. Тени, казалось, угрожающе плясали, а каждый звук усиливался. Лаура часто просыпалась, думая, что слышит шаги, но выясняла, что это ветер или дом оседает. Джаред тоже находил утешение в том, чтобы допоздна пить чай,
вглядываясь в темноту и гадая, не наблюдает ли за ними незваный гость. Их некогда мирный дом теперь превратился в место беспокойного бдения. Макс, чувствуя возросшее напряжение, стал бдительным стражем семьи. Она патрулировала дом, навострив уши и внимательно прислушиваясь. При малейшем незнакомом шуме она тихо рычала, а ее глаза выискивали угрозу. Ее защитная натура усилилась, и она часто стояла на страже у двери спальни Бена. Ее преданность и обостренные чувства помогали ей чувствовать себя комфортно в трудные времена. Дни превратились в сплошную рутину, перемежающуюся моментами беспокойства. Бен, почувствовав перемену, еще крепче прижался к родителям, часто спрашивая, вернется ли плохой человек. Джаред и Лаура пытались поддерживать видимость нормальной жизни, устраивая семейные игровые вечера и киномарафоны, но подспудное беспокойство было неоспоримым. Следовавшие за ней офицер Сандерс, Джаред, Лаура и еще несколько офицеров были настороже, пытаясь предугадать ее следующий шаг. По прошествии нескольких часов группу охватило растущее чувство дежавю. Достопримечательности начали казаться знакомыми. Улицы напоминали об их предыдущем путешествии. «Не так ли?» – начала Лаура, но ее голос затих, когда до нее дошло. Путь, по которому шел Макс, вел их обратно к их собственному дому. Поворот был неожиданным, и по группе пробежал ропот замешательства. Чем ближе они подходили к дому Джареда и Лауры, тем более напряженной становилась атмосфера. Перешептывания и переглядывания намекали на растущие сомнения. «Зачем ей понадобилось приводить нас сюда?» – пробормотал Джаред, нахмурив брови. Офицер Сандерс, хотя и доверял интуиции Макс, не мог не почувствовать укола подозрения. Неужели они что-то упустили? Был ли ответ ближе, чем они предполагали? «Мне нужно знать, есть ли что-то, о чем вы мне не договариваете», – начал он твердым голосом. Пара выглядела озадаченной. «Зачем нам вызывать полицию, если мы в этом замешаны?» – парировала Лаура, ее глаза вспыхнули негодованием. Джаред, пытаясь сохранить спокойствие, добавил: «Мы в таком же замешательстве, как и вы, офицер». Атмосфера становилась все напряженнее. «Мы с самого начала были откровенны», – продолжил Джаред, его голос слегка дрожал. «В наш дом вторглись, и мы здесь тоже жертвы». Лаура кивнула в знак согласия, защищая Бена, который наблюдал за происходящим широко раскрытыми глазами. Искренность пары была очевидна, но странность ситуации оставляла место для сомнений. Сандерс, разрываясь между своим долгом и доверием к семье, помолчал, прежде чем заговорить. «Если вы что-то скрываете, любую деталь, какой бы незначительной она ни была, вы должны рассказать об этом сейчас», – предупредил он. «В противном случае последствия могут быть серьезными». Затем его взгляд переместился на Макс, которая сидела тихо, ее преданность как своему бывшему куратору, так и новой семье была очевидна. События этого дня обострили отношения между офицером Сандерсом, семьей и Макс. Доверие, которое когда-то оказывалось по доброй воле, теперь висело на волоске. Семья ощущала тяжесть подозрений, пока Сандерс боролся с двойственностью своей роли. Каждый кадр был тщательно изучен, каждое движение проанализировано. События ночи, разыгравшиеся перед ними, показали больше, чем они предполагали изначально. Когда они просматривали многочасовую видеозапись, их внимание привлек особый фрагмент. Темная фигура, едва различимая в тусклом свете, крадучись, передвигалась по их владениям. Лицо злоумышленника было скрыто, что делало невозможным его опознание, но их намерения были ясны. Это был тот самый человек, который оставил чемодан. Случай. Супруги обменялись встревоженными взглядами, осознавая серьезность своего открытия. С блокнотами в руках Джаред и Лаура начали составлять хронологию действий злоумышленника. Движения фигур были методичными, что наводило на мысль, что они знакомы с этим домом. «Мог ли это быть кто-то из наших знакомых?» – размышляла вслух Лаура.
Джаред покачал головой. «Это не имеет смысла. Почему именно в нашем доме?» Головоломка была сложной, и каждый кусочек только добавлял путаницы. После нескольких часов анализа у них начала формироваться смелая идея. «Что, если мы встретимся с этим человеком лицом к лицу?» – предложил Джаред, и в его голосе слышалась решимость. Лаура колебалась. «Это рискованно, но нам нужны ответы». Они решили устроить ловушку, используя чемодан в качестве приманки. «Кто ты? Что тебе надо?» – спросил Джаред, пытаясь разгадать загадку. Когда тусклый свет упал на лицо незваного гостя, Джаред и Лаура ахнули, не веря своим ушам. Это был Майкл, их, казалось бы, скромный сосед. Осознание обрушилось на них, как тонна кирпичей. «Майкл!» – воскликнула Лаура, в ее голосе звучали шок и предательство. Человек, стоявший перед ними, с которым они обменивались случайными приветствиями и устраивали барбекю по соседству, был последним, кого они могли бы заподозрить. Когда его тайна была раскрыта, плечи Майкла опустились в знак поражения. «Я никогда не хотел, чтобы все это случилось», — начал он дрожащим голосом. Он рассказал о растущих долгах, давлении и возможности, которая представилась на работе. Кража денег казалась единственным выходом. «Я думал, спрятав их на чердаке, я выиграю немного времени», — признался он, и в его глазах читалось сожаление. Все начало вставать на свои места. Странное поведение Макс, ее сосредоточенность на чердаке, ее беспокойство — все это теперь обрело смысл. Она с самого начала почувствовала вторжение Майкла. «Она знала», — пробормотал Джаред, глядя на их верного пса с вновь обретенным восхищением. Чутье Макс, отточенное за годы службы, не подвело ее. В этой суматохе появился один герой – Макс. Местная газета поместила статью на первой полосе под заголовком «Полицейская собака в отставке сломала дело». Случай, о котором никто не подозревал, подробно описывал ее важную роль в раскрытии правды. Соседи заходили к ней, угощали и хвалили, восхищаясь ее чутьем. Некогда рабочая собака, теперь в расцвете лет, купалась в лучах лести, гордо виляя хвостом. Напряжение между Джаредом, Лаурой и офицером Сандерсом было осязаемым, однако, осознав уникальность обстоятельств, они решили встретиться за чашечкой кофе. «Мы все были застигнуты врасплох», — признался Сандерс, и его голос смягчился. Все трое поделились своими взглядами, понимая, с каким давлением сталкивается каждый из них. К концу беседы был заложен фундамент для возобновления доверия, и появилась надежда на более прочные отношения в будущем. Однажды вечером, когда солнце заливало комнату золотистыми лучами, Джаред и Лаура сидели, а Макс сидел между ними. «Мы так многим тебе обязаны», – прошептала Лаура, поглаживая Макс по шерстке. Супруги размышляли о том, как стремительно развивались события, понимая, что без Макс правда, возможно, осталась бы скрытой. Их благодарность за ее непоколебимую преданность не знала границ. Когда тайна была раскрыта и мир восстановлен, жизнь снова обрела свой ритм. Макс, снова оказавшись в центре внимания, наслаждалась комфортом пенсионерки. Она проводила дни, нежась на солнышке, играя с Беном и наслаждаясь долгими прогулками со своей семьей. Связь между Макс и ее семьей стала еще крепче, что свидетельствует о любви и доверии, которые они разделяли.